Как-то снежной зимой житель небольшой таежной деревни Тимофей Скотинин возвращался из леса. Когда он проезжал по небольшой прогалине, недалеко от дороги, он заметил лежащего на снегу волка. Хищник лежал, свернувшись калачиком, и не шевелился. Тимофей остановил коней, взял в руки ружье и, не спуская глаз с волка, осторожно приблизился к нему. В то время в лесах водилось много волков, и были нередкие случаи, когда зимой волчья стая делала набеги на их деревню. Частенько утаскивали деревенских собак, нападали на домашнюю скотину. Так, что отношение сельчан к этим хищникам было довольно ругательское. Частенько на них устраивали облавы и отстреливали, постоянно шла война между этими серыми злоумышленниками и людьми. Это была волчица. Тимофей осторожно потрогал зверя, но она не подавала никаких признаков жизни. Видать, кто-то из охотников подстрелил зверя, но упустил подранка. Ей удалось уйти от погони, но вскоре силы покинули ее, она прилегла, обессиленная на снег, и больше уже встать не смогла. Тимофей взял волчицу, положил в сани и прикрыл от лишних глаз, не пропадать же добру, а в хозяйстве все сгодится. Приехав домой, Тимофей рассказал домашним про свою находку. Его 11-летний сын Максимка никогда не видел волка, хотя их дом стоял на самом краю деревни, возле леса, и зимой он часто слышал далекий волчий вой, но самих волков никогда не видел. Он быстро накинул шубку и выскочил во двор посмотреть на этого матерого лесного хищника. Но не прошло и нескольких минут, как Максим вновь вбежал в избу и с порога начал кричать: «Папка, она живая!» Она открыла глаза. «Она дышит!» Тимофей опешил, такого поворота событий он не ожидал. «Как это живая? Ты не ошибся?» «Нет, папка, я не ошибся, иди и сам погляди». Мужчина быстро оделся и, еще не веря в услышанное, быстро вышел вслед за сыном из избы. Такого просто не может быть. Когда он брал волчицу на руки, она была мертва, и он не мог ошибиться. Но когда Тимофей подошел к саням и внимательно осмотрел лежащего зверя, он увидел, что ее веки подрагивают и она дышит. Сомнений не было, волчица действительно была жива. «Папка, мы же поможем ей, правда? Она ведь не умрет», — чуть не плача спросил Максимка. Тимофей был в растерянности. Одно дело мертвая волчица, а тут хоть и раненая, но все-таки живая. Мужчина подумал немного и, посмотрев на мальчишку, сказал: «Не переживай, сынок, раз такое дело, коли судьба ее к нам привела, дадим ей шанс на жизнь. Если выживет, так выживет, ну а если уж нет, так нет, на все воля Божья. И еще, сынок, молчок и рот на замок, никому про это не говори, что мы волка приютили. Ты ведь знаешь, как у нас к этому животному относятся, если узнают, неприятностей не оберемся. А теперь беги, печь затопи в нашей старой сарайке, там ей самое место будет». Так раненая волчица приобрела себе новый дом. Первые дни волчица лежала, закрыв глаза, и ничего не ела. Кусочки мяса, которые приносил ей Максим, так и лежали нетронутые. Только изредка она лакала воду и снова закрывала глаза. Мальчишка сильно переживал за свою питомицу, боялся, что она совсем ослабнет и уйдет в мир иной. Но вскоре матушка природа взяла свое. Ранение оказалось не таким глубоким, и постепенно волчица начала поправляться. Она уже съедала все, что приносил ей Максим. Теперь и опаски за здоровье волчицы уже не было, она явно пошла на поправку. Пролетел месяц, хищница уже могла вставать на лапы. Помня наказ своего отца, мальчишка никому не рассказывал про нее и выпускал свою питомицу погулять во двор только поздним вечером, чтобы ее случайно не увидели. Шло время, незаметно наступила весна, волчица выздоровела и набралась сил. Теперь она свободно бегала по двору до самого утра, но в лес не убегала, как будто понимала, что ей не выжить одной в тайге без помощи человека. Но была еще одна причина, о которой они узнали чуть позже. Их ждал еще один сюрприз. Оказалось, что их волчица ждет потомства, такого уж никто не ожидал. Прошло еще немного времени, и у нее родились маленькие волчата. С их появлением у Максима появилось еще больше забот и переживаний. Все свое свободное время паренек теперь проводил со своими подопечными. Ему было интересно наблюдать за этими маленькими щенятами, играть и ухаживать за ними.
Скрывать взрослую волчицу от посторонних глаз семье еще как-то удавалось. Она вела себя осторожно. При любом постороннем шуме она сразу пряталась в своем убежище. Но вот прятать подросших волчат с каждым днем было все сложнее и сложнее. Эти маленькие шалуны не хотели лежать тихо, а постоянно скулили, и их громкий скулёж был слышен довольно далеко. И вскоре их тайна была раскрыта. Сельчане узнали про волков. Хоть и жалко было Максимке отпускать своих питомцев на волю, но другого выхода не было. Держать их в неволе уже не было никакого смысла, волчица вполне здорова и сама может прокормить своих детенышей в тайге, да и что будет с волчатами, если их заберут, неизвестно. Это тоже очень беспокоило мальчика. Оставалось одно – нужно быстрее выпустить их на волю. И вот в один из вечеров Максим выпустил своих питомцев в ограду и, указывая на лес, стал говорить, чтобы они уходили, что здесь им больше оставаться нельзя, а там их дом, там им будет безопасно. И волчица словно поняла его. Она лизнула ему руку в знак благодарности, еще раз посмотрела на своего юного спасителя и, не торопясь, скрылась в темноте леса. Рядом с ней бежали ее подросшие волчата. Они ушли. Больше мальчишка их никогда не видел. Первое время он очень скучал по своим питомцам. Все надеялся, что волчица и волчата когда-нибудь вернутся к ним, но она больше не приходила. После этого случая многие сельчане перестали здороваться с Тимофеем, злились на него, что он отпустил хищников на свободу, и обвиняли его за это. Говорили, что теперь эти волки будут еще чаще нападать на деревню и резать их скот, ведь они выросли рядом с человеком и никто теперь их не остановит. А Максим со своей юной наивностью рассказывал всем, что они спасли не простую волчицу, а королеву волков. Она обещала ему, что теперь никто не будет нападать на их скот. Но взрослые только ухмылялись, да посмеивались над его фантазией. С тех пор прошло уже много десятков лет. Многое забылось и поросло трын травой, но старожилы до сих пор помнят о том далеком времени. Было это совпадение или по какой другой причине, но нападения волков на их деревню после того случая действительно полностью прекратились. Как будто кто-то приказал им обходить это место стороной и не нападать. Хотя хищников в лесах не стало меньше. Но случаев нападения на домашнюю скотину в этой деревне с тех пор не было ни разу. Многие пытались объяснить, почему так происходит, но так и не смогли. Загадка так и осталась без ответа. Вот такой интересный случай произошел с деревенским мальчишкой Максимом и королевой волков. Дорогие друзья, спасибо, что прослушали историю до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории. Всего вам доброго!